Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. В этом видео я расскажу о 7 шагах, делая которые вы сможете восстановить яичники и на годы забыть об истощении яичников раньше времени, а именно раньше 45 лет. Поэтому обязательно посмотрите это видео до конца, ведь это касается почти каждой женщины, без исключений. Но прежде чем идти к этим 7 шагам, давайте сначала разберемся. А что же такое преждевременное истощение яичников на самом деле? И почему оно происходит? Ну, смотрите. Снижение функции яичников или угасание яичников, или преждевременная недостаточность яичников, или преждевременное истощение яичников – это состояние, которое бывает у 1% женщин репродуктивного возраста. 1%. Суть его в том, что у женщины до 40 лет яичники прекращают работать вообще. То есть у нее исчезают менструации и появляются симптомы раннего климакса. Да, симптомы преждевременной недостаточности яичников похожи на симптомы климакса. Поэтому это явление иногда называют ранним климаксом. И это неправильно, потому что это ни о чем не говорит. Причины снижения функции яичников очень разные. Очень разные. И возраст, когда это начинается, тоже разный. Иногда, очень редко, при истинной патологии это начинается буквально с рождения. Очень редко. Имеет значение наследственность, а также аутоиммунные, инфекционно-токсические, психогенные, стрессовые факторы, которые нарушают работу гипофиза и гипоталамуса, тех структур, которые управляют репродуктивной системой. Медицина не умеет лечить преждевременное угасание яичников, не умеет. Женщине при таком диагнозе будет предложена пожизненная гормональная терапия. Но, смотрите, возможно, в тяжелых случаях это и оправдано, когда есть истинное истощение. Но, как я сказал, преждевременное прекращение функционирования яичников официально бывает только у 1% женщин, то есть истинное истощение. Это женщины, которым нет еще и 40 лет, у которых полностью прекратились менструации и появились симптомы климакса в силу тех или иных причин, наследственных или приобретенных. А что же остальные 98-99% женщин репродуктивного возраста, которые имеют те или иные симптомы снижения работы яичников? У них что, тоже истощение? Нет. У вас нет никакого истощения яичников. У вас его нет. Потому что сейчас очень сложно встретить женщину с идеальной функцией яичников, особенно после 35 лет. Практически у каждой женщины есть неявные признаки снижения функции яичников. Признаков много. У каждой женщины симптомы и признаки разные. Мы все индивидуальные. Вы все индивидуальные. И если внешне в жизни у них более-менее все хорошо, все в порядке, то многие на эти звоночки не обращают внимания. Не обращают внимания, потому что эти нарушения не сопровождаются прекращением менструаций. Они есть. И она думает, что они нормальные. Но зачать-то не получается. Недостаточность функции яичников можно выявить, наблюдая за своим менструальным циклом, за показаниями базальной температуры во второй фазе менструального цикла. Именно благодаря наблюдению за собой можно увидеть признаки недостаточности лютеиновой фазы цикла после предполагаемой овуляции. И примерно у 30% женщин, которые долго
не могут забеременеть, есть синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула. И это говорит о том, что снижена функция яичников и нарушена работа гипофиза. Когда женщина не может забеременеть, в первую очередь нужно подумать, а что там с моими яичниками? И главное, что с моей жизнью в целом происходит? И на вопрос, как забеременеть при раннем истощении яичников, есть простой ответ. Начните восстанавливать свое здоровье. Займитесь, наконец, собой. Как именно это делать, я расскажу чуть позже. Что предлагает официальная медицина при таком диагнозе? А что она может предложить, кроме гормональных таблеток? Знаете, что может предложить? О, ничего. Вообще ничего. Смотрите, у девушки признаки раннего истощения яичников, и ей назначают в качестве лечения контрацептивы, которые подавляют яичники еще больше. Где логика? При длительном приеме заместительная гормональная терапия приносит только вред. Такое лечение еще больше снизит функции яичников и разладит тонкую работу гипофиза и гипоталамуса. У большинства женщин яичники очень ресурсный орган. И если грамотно и правильно подойти к их восстановлению, не с позиции фармакологии, а с позиции доказательной и естественной медицины, то они очень быстро восстанавливаются. Я не призываю вас отказываться от контрацептивов. Нет, нет. Наоборот, я призываю вас включать здоровое мышление и осознанно принимать решения, как вам жить дальше. Многие женщины даже и не догадываются, что прием гормональных контрацептивов, особенно длительное их использование, приводит к раннему истощению яичников. Можно сказать, мозг яичники просто выключает. А зачем им работать, если гормоны вводятся в организм извне, а не производятся яичниками? Также любые аборты снижают потенциал. Стрессы, избыточная психоэмоциональная и физическая нагрузка тоже ведут к слабости яичников. Также это любые воспалительные заболевания органов малого таза. Любые. Также это условия жизни, питания, нарушение режима сна, нарушение режима бодрствования, гиподинамия. И еще самое главное. Я заметил, что очень часто к истощению яичников может приводить нездоровое мышление женщины, негативное мышление. То есть такое мышление, которое ее постоянно опустошает, а не наполняет. Такое мышление ведет ко всему тому, о чем я сказал выше. Такую женщину легче обдурить. И восстановление вашей плодности должно быть поэтапным и системным. С чего же начинать? Первое и главное – это формирование здорового образа жизни. Это питание, это движение, это режим сна, режим отдыха и много чего другого. Начните наблюдать за своим циклом. Опыт многих женщин доказывает и подтверждает, что даже само по себе наблюдение за циклом восстанавливает функции репродуктивной системы. Второе. Это нужно восстановить функции тонкого кишечника и печени. Именно там происходит синтез всех гормонов. Это, можно сказать, вторая эндокринная система. Третье. Это психологические методы восстановления здоровья, а именно формирование здорового мышления, то есть выход из стрессов и изменение своего отношения к проблемам и всем событиям в своей интересной жизни. Четвертое – это медитативная практика или душевное и физическое расслабление, потому что когда женщина расслабляется,
Она получает все, что захочет. Все, что захочет. Видел это не один раз. Пятое. Это специальные лекарственные травы и методики их приготовления, которые восстанавливают яичники лучше любых таблеток. Шестое. Шестое – это комплекс упражнений, который называется «Возрождение яичников». Все упражнения в нем направлены на улучшение кровоснабжения органов в малом тазу и на активизацию работы гипоталамических структур в головном мозге, которые как бы заводят ваши яичники. Это как бы стартер для них. Седьмое – это дыхательное упражнение или очень эффективное яичниково-маточное дыхание. Я вам сейчас очень кратко рассказал, что нужно делать. А вот прямо сейчас нужно просто расслабиться и начать делать действия, правильные действия. Какие именно, как лучше их делать, я рассказываю и показываю на своем курсе по естественному восстановлению яичников и восстановлению регулярной овуляции. А также я это рассказываю и показываю в видео, которые доступны по спонсорству на моем канале. Да, такая вот волшебная таблетка из 7 шагов, 7 ингредиентов, которые нужно регулярно делать. Потому что, к сожалению, все и сразу в нашей жизни на этой планете не бывает. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Это простые житейские законы. Например, чтобы восстановить яичники, вам нужно самой или с моей помощью, или с помощью другого специалиста составить план восстановления своего здоровья. А это требует внимания. То есть нужно найти возможность уделить время на составление плана, а потом безупречно ему следовать. Например, начните уже сегодня вставать раньше на 35-40 минут, чтобы сделать зарядку, и ложитесь спать на час раньше без телефона в руках. Это нужно все, чтобы утром зарядить энергией себя и яичники на целый день. Наше тело любит последовательность и дисциплину. Для некоторых это сложно. Да, для некоторых это сложно. А может быть, все-таки гормональная таблетка проще и лучше? С ней можно не думать, с ней можно снять с себя ответственность за свое здоровье. Может, все-таки она? Поэтому выбор всегда за вами. Благодарю, что досмотрели до конца это видео. Я желаю вам восстановления ваших яичников, рождения долгожданных детей и счастья и благополучия в вашей интересной и долгой жизни. Всегда ваш доктор Павел Сапегов.